Сегодня 30 июня, завтра 1 июля, и мы начинаем мастер-класс. Как раз выйдет этот ролик утром 1 июля. Весь день мы будем работать, вечером я попытаюсь смонтировать материал, чтобы вам потом показать. Хорошо сказано, ник такой. Слава, можно ли предположить, что человек с далеким от каллиграфии почерком не способен стать художником? Ведь он пишет и пишет годами, а почерк лучше не становится. У всех ли художников красивый почерк? Ну вот Бато я наблюдал, у него почерк такой мелкий, как такой забористый. Мне кажется, он и сам не всегда понимает, что пишет. Ну а как связан почерк с живописью? Чем корявый почерк, тем харизматичнее живопись, мне кажется. Ну а как? В моем представлении это не только скрупулезное такое оттачивание каждого листочка, а это экспрессия, это мощь, это видение большими массами и умение из этого всего многообразия сочинить композицию. Но это ж право, не чертеж чертить по линейке. Это наоборот классно, когда вот ты пишешь какой-то кусок, а он залезает на другой. Ну, пятно на другое. Это же создает такую удивительную игру, движение получается в холсте, в этом кадре. Что-то недоделанное это движение, что-то перескочило. Куда-то там в сторону где-то свернул, а там цветы растут и благоухают ароматами. Вообще немного в сторону, это ж классно. Помните, как раньше у приказчиков был здесь пробор по центру и волосики, еще какие-то завитушки. А живопись – это асимметрия. Нет центрального пробора. Пусть куда-то в сторону и вообще все вот так вот. Живопись это любит. Светлана Парцвания, пожалуйста, раскройте секрет вашей темперы, какого она бренда. Мастер-класс, я уже много раз показывал и говорил. У меня мастер-класс засыхает на палитре и в кюветах быстрее, чем акрил. Обрызгиваю из пульверизатора, не спасает мучения, ни живопись. А у меня не засыхает. Очень редко даже прыскаю на нее. Странное дело. Кюветы у меня из пластмассы. Не понимаю ничего. Может быть, темпера просто старая. Но у меня нет никаких других вариантов ответа. Если краска древняя, ее нужно просто водой как-то мастихином так растолочь, чтобы она была пожиже. Попробуйте перед тем, как писать, за день хорошенько вот в кюветах побрызгайте ее и герметично крышечкой закройте. Купите такую палитру, которая с крышкой и с герметичным ободком. Надеюсь, у вас такая, но если такая, у меня такая же. И никаких проблем нет. Не знаю, что посоветовать. Друзья, помогите Светлане. Лариса Бриль, Слава, вопрос. Вот ты говоришь, что человеческое тело – это самое прекрасное, что может быть в искусстве. Я говорил, человек – самое прекрасное, самое возвышенное, самое лучшее творение на земле – человек. Ну ладно, дальше. А если тело постарело, расплылось и утратило былую красоту, то как с этим быть? Хотя, конечно, как пример есть Люсьен Фрейд. Лариса, у меня ощущение, что человек красив всегда. Вот всегда. Я смотрю на тело, но моя душа соприкасается ведь с душой. А душа никак не связана, человек, с кем я общаюсь, никак не связана, она не прилеплена к телу. Где она прилеплена? Куда? К мизинцу? К какому месту она прилеплена? Это что-то такое бесформенное, но мы ведь чувствуем красоту бабушки, дедушки, который, может быть, и немощен уже, у него все в морщинах. Я могу смотреть бесконечно на таких людей и рисовать это прям наслаждение. Старое дерево, посмотрите, какое оно извилистое, как оно долго скрипит. И, может быть, уже совсем сухое, но в этом такая красота. Миндаль здесь растет рядом. Засох, но наполовину. Даже, может быть, на 90%. Но такой красивый. И я хочу через него, чтобы он был на переднем плане, слева домик, и на гору этот вид прописать.
Но вспомните Клода Моне. У него умерла жена, любимый человек. И что он сделал? Он так залюбовался светом, который падал на ее умершее тело. Он взял мольберт и написал. Он любовался фактически уже умершим человеком, светом. Это как нужно любить жизнь, свет, красоту всего, что окружает, в том числе и человек ушел, и из этого извлечь музыку невероятно. Мне кажется, это самый яркий пример, который мне приходит в голову, чтобы объяснить красоту каждого человека. Татьяна Фаэтона: для меня стеклянный стакан или шар красивее человеческого тела. Ну что ж, прекрасно. Но они не умеют говорить, они не умеют видеть, смотреть, они не умеют слушать, эти стаканы и шары, и они не умеют любить. Что бы мы ни рисовали, чтобы про себя буду говорить, модель, люди, портрет, кого бы я ни рисовал, но речь о человеке, да, я рисую любовь. Я просто впитываю всю сердцевину, всю начинку, всю красоту души человека. Мне вот это хочется отобразить, выразить это, а не просто линии какие-то там, цвет и так далее, как они там переходят. За всем этим я вижу что-то большее, и мне хочется вот всю жизнь потратить на то, чтобы показать, как человек красив. Ну, а если вас прельщают стаканы и шары, прекрасно пишите их, рисуйте. А есть же человек какой-то известнейший художник, который всю жизнь рисовал бутылочки. Бутылочки по-разному ставил их и писал. Очень известный. Такая бутылка-пись. Ну и что? Хорошо. Серж Тундра с латексной краской в РФ беда, а теперь и подана, наверное, продана. Мало того, что ее еще поискать надо, но она еще теперь и неподъемной цены. Ну, что делать? Латексная водно-дисперсная краска. Ну, давайте сами ее готовить. В конце концов, рецепты есть в YouTube, в интернете. Поищите, как приготовить водоэмульсионную краску. И не проблема, я думаю, купить мел, купить ПВА и что-то там еще набуровить туда, замешать, и будет вам счастье на холсте. Ну что ж, теперь мы сами не можем сделать водоэмульсионную краску, что ли? О, ерунда. Виктор, что добавляете в краску, чтобы пастозность не ломалась, не трескалась? Ничего не добавляю. Каким лаком покрываете? Никаким. Какой фирмы используете краски, чтобы сохраняли цвет? Мастер-классом работаю, и мне все в порядке, все они хорошего профессионального качества. Ну вот сейчас заказал много на Валбересе, большие тюбики такие, Малевич, 200 мл, титановые белилы. Они немного пожиже, чем мастер-класс. Ну ничего, работаю нормально, совсем можно справиться, ничего не трескается, не ломается. Можете добавлять домарный лак прямо в в растворитель, ну немного, процентов 10-20 долить. И тогда будет вообще как камень, если нужен такой фактурный мазок, и все будет в порядке. Сергей Солдатенко. Срамота какая, куча голых женщин. Это речь о ролике, который я снял в мастерской Юрия Калюты в Санкт-Петербурге в Академии художеств. Ну, не куча голых женщин, было всего 2 натурщицы и большая мастерская. Все с мольбертами писали. Ну, конечно, срамота, естественно, срамота. Но во все времена художники писали обнаженку, обнаженную натуру. Почему? Потому что форма человека самая сложная в природе. Если мы научаемся справляться с ней, понимаем суть конструкции, мы можем справиться с любой задачей. В природе все можем нарисовать. Поэтому это с целью изучения делается. Здесь ничего нет, срамоты никакой нет для художника. Скорее, непосильная, сложнейшая математическая задача. И умели же справляться с нею и Микеланджело,
Ну что, вы его тоже срамником каким-нибудь обзовете, если он обнаженку лепил, из мрамора долбил. Да сколько таких художников, которые обнаженную модель рисовали как венец творения в природе, самое красивое на земле. Сегодня как раз у нас об этом тема красивая, волшебная. Это можно только почувствовать, только рисуя, может быть, наблюдая за красотой женщины, можно влюбиться во весь мир, прикоснуться живым трепещущим сердцем к Создателю этой красоты. Для чего-то Он ее создал, может быть, как раз с единственной целью, чтобы все люди на земле научились любить. Ну, разве не так? А еще для чего? Заходите, пожалуйста, ко мне в онлайн-школу. 10% скидка работает. И ставьте лайки, если мои эфиры нравятся. Задавайте вопросы. Это очень важно. Развивается канал. Когда вот вы сейчас кнопку жмете и что-то пишете, он развивается, прям пухнет на глазах. Спасибо. 45-й урок. Психологический портрет. Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство. Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное. Но именно конкретностью отличаются профессиональные работы от дилетантских. Урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет.